Непростительно, за столько лет в Ютубе я не показал вам мое любимое блюдо. Ну нет, конечно, плов в детстве я тоже очень любил. Но для любого человека родной язык – это тот, на котором мать пела колыбельные. А любимые блюда детства – это то, что готовила мама, бабушка, тетушки. По 250 грамм воды и молока, столовая ложка сахара, чайная ложечка соли. Это 100 грамм топленого масла. Можно взять 120 грамм сливочного масла, просто растопить его и налить туда чуть-чуть меньше молока. А так пропорции здесь выверены. Все это берется на 1 килограмм муки. И пакетик дрожжей, неважно сколько в нем грамм, он рассчитан на килограмм муки. Одним словом, дрожжевое тесто. Есть вариант на кефире и на соде, но вот с дрожжевым тестом мне всегда нравилось больше. Мама у меня была немка, и блюдо, которое мы сегодня готовим, тоже немецкое. И, разумеется, в те времена его готовили из свинины. Надеюсь, никому не надо объяснять, почему я сегодня готовлю это блюдо из говядины. Мясо посолить и поперчить. В те времена не всегда бывало мясо. Готовили только с луком да с картошкой. Бывало, готовили с тушеной капустой. Бывало, готовили с копченым салом. Есть у вас бекон, ветчина? Кладите вместо мяса смело. Если хотите равномерно прогреть чугунный казан, то всегда делайте это под крышкой. Из мяса вытопится немного жира, мясо запечется и прогреется внутри. Тесто и стенки посуды обмажьте растительным маслом. Накройте крышкой и оставьте подходить в теплом месте. Вообще надо понимать, что это было блюдо немецких крестьян, которые жили вдали от своей исторической родины, в России, ставшей ей новой родиной, Поволжье. Поэтому всегда готовили из того, что было дома. Но вот без лука, как и без казана, это блюдо приготовить практически невозможно. Жирок из мяса еще вытопится, но можно добавить немножко растительного масла для того, чтобы было в чем обжарить лук. Да и мясо должно как следует потушиться, поэтому я накрываю казан. Сок из мяса выходит, лук довольно сладкий. В казане на донышке уже образовался припек. Чтобы поднять его, достаточно просто долить немного воды, ну и пройти с шумовкой. Вот и все, пусть тушится. Подошедшее тесто выложите на смазанный растительным маслом стол. Некоторые пользуются скалкой, но хорошее тесто можно растянуть и руками. Когда бабушка готовила штрудели без мяса, она брала побольше масла для обжарки лука. Потом часть этого масла остужала и таким маслом смазывала тесто. Получалось очень вкусно. А далее тесто сворачивается в рулетик. Рулетики еще раз надо оставить, чтобы подошли. Мясо тушилось уже примерно час. Теперь в казан можно отправлять картошку. Картошка должна стать как бы прослойкой между мясом и рулетиками из теста. Мясо соленое, а вот картошку никто не солил. Рулеты из теста будут готовиться на пару. Поэтому надо подлить еще немного воды. Я люблю, чтобы тесто, по крайней мере, с одной стороны, было слегка подрумяненным, печеным. Накрываем казан крышкой и оставляем на 45 минут. Посмотрите. Полюбуйтесь. Разумеется, я тоже знаю, что теперь штруделем называют десерт. Но, видимо, когда-то, лет 250-300 назад, когда немцы еще только переселялись в Россию по приглашению русских царей, штруделем называли любые рулетики из теста. Ведь самое главное для тогдашних работяг была сытная, калорийная еда. Штрудели. Приятного аппетита! Ну вот, теперь в новом издании книжки «Казан-Мангал» будет фотография новая и QR-код.
ведущий на риск.